Привет, друзья! С вами я, Евгения, и наш канал Семейный Handmade. Мне очень захотелось вас порадовать, поэтому сегодня я не только приготовила для вас мастер-класс, в результате которого у меня получилось аж целых 8 очаровательных подвесок в виде домиков-грибочков, выполненных в моей авторской технике глиняная шпатлевка, но я еще и решила подарить одну из этих подвесок кому-то из вас. Что для этого нужно будет сделать, скажу чуть позже, поэтому внимательно смотрите видео, чтобы ничего не пропустить. Материалы для этого мастер-класса предоставлены российским брендом Малевич, и в процессе работы я поделюсь с вами своими впечатлениями от их продукции. Не будем больше тянуть, давайте приступим к работе. В первую очередь нам понадобятся шаблоны. Их вы можете отрисовать самостоятельно, а можете скачать мои шаблоны на Boosty. Ссылку вы найдете в описании под этим видео и в закрепленном комментарии. Также нам понадобятся яичные лотки, а точнее только крышки от них. Яичные лотки можно использовать абсолютно любого цвета. Только не забудьте снять с них все этикетки. Шаблоны переносим на лотки и вырезаем. Для одной фигурки понадобятся 2 картонные заготовки. Я обычно выбираю у картона чистую сторону, ту, которая без надписей, и делаю 2 зеркально отраженные детали. То есть шаблон сначала прикладываю лицевой стороной, а потом изнаночной. Теперь представим, что перед нами как будто бы не картон, а ткань. И сошьем все заготовки в единые детали. Мне удобнее это делать вручную, обметочным петельным швом, но вы можете это сделать и на машинке. А еще я знаю, что некоторые склеивают детали термопистолетом. Сама я так никогда не делала, но думаю, этот вариант вполне рабочий. Сшиваем каждую заготовку не полностью, оставляя небольшое отверстие, через которое позже будем набивать деталь наполнителем для придания объема. Но прежде чем переходить к набивке, нужно позаботиться о скреплении деталей между собой и о подвесе самого домика. Я все эти отверстия буду делать с помощью люверсов, устанавливая их специальным прессом. Но можно и сразу при сшивании заготовок вставить петельку для подвеса и веревочки для скрепления деталей. Теперь можно наполнить подвеску синтепухом, холофайбером или обычной ватой и зашить оставленные отверстия. Подвеску набивайте не сильно и не спеша, иначе картон может порваться. Чтобы убрать торчащие волоски синтепуха, нужно аккуратно пройтись зажигалкой по всей заготовке. Но только не переусердствуйте, чтобы не подпалить картон и не сжечь нитку, которой вы сшивали детали. Да-да, у меня такое случалось. А теперь переходим к процессу превращения картона во что-то больше похожее на керамику. И нам понадобится любая самоотвердевающая на воздухе масса для лепки, которая хорошо растворяется в воде. Но скажу вам по секрету, далеко не все массы растворяются в воде. Это можно узнать только методом проб и ошибок. Раньше я использовала массу Scalp Dry, но в последнее время ее стало очень сложно найти. И перепробовав достаточно большое разнообразие масс, я наконец-то нашла идеальную замену. Это глина для лепки от Малевич. Помимо того, что она на 100% подходит для моей техники, она еще и в 2 раза дешевле Scalp Dry. Глину нарезаем на кусочки, чтобы она быстрее растворилась.
Помещаем в какую-то емкость по размеру и заливаем обычной водой. Воды наливаем столько, чтобы она полностью покрыла глину. Оставляем примерно на сутки, периодически как следует размешивая. В итоге у нас должна получиться однородная смесь, похожая на сметану. Если ваша смесь получилась жидковатой, оставьте ее еще на несколько часов до загустения. А если наоборот получилась очень густой, то добавьте немного воды и как следует перемешайте. Если глина растворилась не полностью, но консистенция вас устраивает, то приступайте к работе. Глина в процессе работы дорастворится. Получившуюся смесь наносим на все заготовки плоской синтетической кистью. На каждую сторону от 3 до 5 слоев с обязательной промежуточной просушкой. Количество слоев зависит от густоты вашей смеси. Чем она гуще, тем слои получатся толще, а изделие, соответственно, прочнее. Уже после просушки первого слоя вы заметите разницу. Заготовки перестанут быть мягкими. И я решила показать вам это на видео. На одну сторону грибочка я нанесла массу, а вот вторую пока не трогала. Разница очевидна. После того, как вы нанесете на каждую сторону заготовки от 3 до 5 слоев и как следует их просушите, нужно сделать первую шлифовку. Не переживайте, шлифовок будет всего 2. Первая и итоговая. Итак, берем мелкозернистую наждачную бумагу или пилочку для ногтей и проходимся ей по всей поверхности фигурок. Особое внимание уделяя торцам. Идеально выравнивать не нужно, достаточно просто убрать все наплывы и бугорки. После шлифовки протираем все заготовки влажной салфеткой. Зажигалкой опаляем появившиеся ниточки и снова возвращаемся к нашей глиняной смеси. Опять на каждую сторону заготовки наносим от 3 до 5 слоев с обязательной промежуточной просушкой. Так как мне есть с чем сравнивать, могу сказать, что глина от Малевич дает более прочное покрытие. То ли за счет того, что позволяет сделать слои потолще, то ли за счет своего состава. Точно не знаю, но главное, результатом я довольна. Кстати, расход глины очень экономный. В общей сложности на все домики у меня ушло примерно 100-150 грамм, то есть меньше 1/3 пачки. И даже если вы не израсходуете оставшуюся глину до ее высыхания, ничего страшного. Засохшая глина тоже растворяется в воде, только на это уйдет чуть больше времени. После просушки еще раз шлифуем заготовки наждачной бумагой или пилочкой для ногтей, протираем влажной салфеткой и можно переходить к грунтовке.
Я буду использовать белый акриловый универсальный грунт от фирмы Малевич. Грунт как следует перемешиваем и будем наносить его в 2 слоя с промежуточной просушкой. Но в этот момент я поняла, что забыла прочистить от глины отверстие для подвеса. Поэтому беру шило и все аккуратно прочищаю. Теперь можно грунтовать все заготовки. В последнее время вместо грунта я обычно использовала белую акриловую фасадную краску. А знаете почему? Потому что мне не нравилось, что грунты многих известных фирм вместо того, чтобы создавать прочное базовое покрытие, создавали на изделии пленку. Если вы с этим тоже сталкивались, то знайте, что в какой-то момент эта пленка может начать отслаиваться от основы, и ничем хорошим обычно это не заканчивается. Но Малевич и в этот раз меня приятно удивил. Никакой пленки на заготовках не образовалось. Грунт позволил сделать то прочное базовое покрытие, которое я и хотела получить. К слову, покрытие получается матовое и очень приятное на ощупь. Прежде чем переходить к росписи, я всегда делаю карандашный набросок. Только мой вам совет: на карандаш старайтесь почти не нажимать, чтобы линии получились еле-еле заметными, иначе все ваши наброски могут остаться заметными сквозь некоторые слабоукрывистые цвета красок. А пока я делаю наброски домиков, вы можете поставить лайк этому видео и подписаться на мой канал, если до сих пор еще этого не сделали. И не забудьте нажать на колокольчик, так вы точно не пропустите мои новые мастер-классы. Ну а теперь можно переходить к росписи. Я, как и всегда, буду использовать акриловые краски. И в этот раз они у меня глянцевые. На пробу мне прислали вот такой вот красивейший подарочный набор. И, честно говоря, я получила массу удовольствия, просто распаковывая его. Мне безумно нравится, когда материалы, с которыми я работаю, не просто хорошо показывают себя в работе, но и радуют меня визуально. И мне кажется, что такой набор акрила порадует даже опытного мастера, а уж новичка точно приведет в восторг. Посмотрите, как все аккуратно упаковано. Каждый лоточек запакован дополнительно в пленку. В наборе 40 цветов по 20 мл. Плюс дополнительно идет большая туба белой краски. На мой взгляд, это просто гениально. Белая краска всегда расходуется намного быстрее остальных цветов. Если вам такой большой набор ни к чему, то обязательно присмотритесь к наборам поменьше. Они тоже выглядят очень симпатично. Я же для себя хочу приобрести еще набор матового акрила и присматриваюсь к подарочному набору гуаши для дочки. Уверена, он покорит ее сердце. Но краски – это лишь половина успеха. Конечно, для работы нам понадобятся еще и кисти. У меня кисти Малевич из серии Клод. Они изготовлены из синтетики золотистого цвета, имитирующие ворс колонка.
Это ворс средней жесткости, который отлично подходит для акрила. Забегая вперед, скажу, что мне кисти очень понравились. Они приятно лежат в руке, очень эстетично выглядят и справились с росписью на 5 с плюсом. Кисти нулевка и 2 нуля такие, какими и должны быть тоненькие кисточки. Они позволяют сделать идеальную тонкую прорисовку, не пушатся и не линяют. Так как недостатка в количестве цветов у меня не было, все домики я решила сделать разными. В итоге я попробовала абсолютно все цвета из набора. И что я могу сказать? Цвета яркие, красивые, насыщенные и очень разнообразные. Я почти не мешала новых оттенков, потому что мне хватало имеющихся. Раньше я часто работала с глянцевым акрилом, но мне всегда не нравилась его некая липкость после высыхания. Именно из-за этой липкости я в итоге и перешла на матовые акриловые краски. Но, к моему большому удивлению, у этого глянцевого акрила после высыхания абсолютно гладкая поверхность, без единого намека на липкость. Единственное замечание, некоторые цвета глянцевых акриловых красок Малевич, на мой субъективный взгляд, не такие укрывистые, как мне бы этого хотелось. Но, насколько я могу судить из своего опыта, весь глянцевый акрил менее укрывистый, чем матовый. Честно говоря, не знаю, с чем это связано. И так как последние несколько лет я работала с матовым акрилом, мне было немного непривычно, что некоторые цвета нужно наносить в 3, 4, а то и даже в 5 слоев, чтобы перекрыть карандашный набросок. Но можно пойти на хитрость и добавить в базовый цвет немного белил, то есть белой акриловой краски, чтобы сделать базовый цвет более плотным и укрывистым. Благо, белой краски в наборе хватает. Ну а в целом я очень довольна всеми материалами, которые были задействованы в сегодняшнем мастер-классе. И я уверена, что вам они тоже придутся по душе. Меня приятно удивили цены на всю продукцию Малевич. Они очень демократичные для такого качества товаров. Те, кто давно знаком со мной и моим каналом, знают, что я всегда сначала смотрю на качество, а не на цену. То есть для меня высокая цена никогда не является показателем высокого качества. И чаще я считаю, что цены на те или иные товары для творчества сильно завышены. Но грунт, краски, кисти, лак и глина от Малевич для меня вне конкуренции по соотношению цена-качество. А для зрителей моего канала Малевич предоставляет еще и дополнительную скидку от 15 до 20% при заказе некоторых групп товаров для творчества на Озоне. Для этого нужно оформить заказ по одной из ссылок в описании под этим видео, указав соответствующий промокод. Скидка суммируется с остальными акциями и скидками производителя, и цены получаются максимально доступными. Искренне рекомендую вам воспользоваться этим предложением как можно скорее, так как срок действия промокодов ограничен до 23 июля 2023 года. Как вы понимаете, роспись – это дело вкуса. Вы можете раскрасить свои домики так, как вам больше нравится, и в те цвета, которые нужны именно вам. Основные советы – начинайте с больших фигур и постепенно переходите к более мелким. Старайтесь избегать в своих работах чисто белого и черного цветов. И если будете делать контур, то лучше использовать, например, темно-коричневую краску. Так он будет смотреться мягче и аккуратнее.
Пока я докрашиваю домики, пришло время рассказать вам, как получить одну из этих милейших подвесок в подарок. Для этого вам нужно в первую очередь, естественно, быть подписанными на мой канал. Поэтому, если вы до сих пор тянули и чего-то ждали, настал тот самый момент. Ну а дальше вам нужно написать в комментариях под этим видео, какой именно домик вам больше всего понравился и кто, на ваш взгляд, в нем живет. Не переживайте, я прочитаю абсолютно все комментарии, и 25 июля генератором случайных чисел выберу одного победителя. А пока я желаю вам всем удачи! После того, как все детали подвески будут раскрашены, их по желанию можно покрыть глянцевым или матовым акриловым лаком. И так как я работала с глянцевыми красками, я решила весь блеск сохранить и даже приумножить, остановив свой выбор на глянцевом акриловом лаке Малевич. Лак я нанесла в один слой и оставила на просушку. Нам осталось собрать все детали подвески воедино. Для этой цели я буду использовать вощеный шнур. Но вы можете взять и что-то другое, например, ленты, шпагат или даже цепочки. Наши домики готовы и можно полюбоваться результатом. На мой взгляд, они получились очень красивыми. Каждый домик по-своему хорош и уникален. Они не просто впишутся в любое помещение дома, но и добавят ему уюта, а возможно, даже будут служить и неким талисманом. Надеюсь, этот мастер-класс вам понравился, и если это так, то лучшей благодарностью для меня, как и всегда, остаются ваши лайки, комментарии и подписка на мой канал. А на этом у меня на сегодня все. Я желаю вам всем всего самого доброго. Люблю вас всех и обнимаю. До скорой встречи. Пока-пока.